Въехали в Новгородскую область. Сами отстояли относительно небольшую пробку, где-то минут на 15-20 перед реверсивным движением, ремонт моста. А в сторону Питера она настолько длинная навстречу, что я даже вспомнил на камеру поснимать. Ну а так общее впечатление, что один за другим населенные пункты, везде камеры, и больше 80 110 и не разгонишься. Поэтому даже немного скучно. Радио шипит. Как-то так. Ну вот, то ли кончилась Новгородская область или нет. До Вышнего Волочка 100 километров. Такая муторная дорога. Много машин в обе стороны. Едешь в районе вот до сотки. Если разгонишься, надо постоянно обгонять реверсивное движение. Но я думаю, все ездили по трассе Москва-Питер и знают, что это такое. Но вот днем воскресенья еще в такую погоду, конечно, один раз прокатишься и потом и хочется только ночью ездить, потому что хотя бы намного меньше машин, намного. Как-то можно разогнаться. На Яндекс.Навигаторе пытаюсь понять, он то ли камер нет, то ли он как-то не предупреждает, вот не пойму. Хочу настроить, чтобы всегда предупреждал. Такое ощущение, что выборочно как-то. То говорит, что камера есть, то не говорит. Ну вот так едешь в районе по населенному 80, так там 110 максимум. И как-то километры еле-еле тянутся. И не знаю, едва ли я сегодня из Твери уеду. Хочется уже там заночевать. Все. Единственное развлечение были всякие потешные лавки там с антиквариатом, с настоящими самоварами, ну и с электрическими тоже. Так потешно посмотреть. Может быть и остановиться, но не знаю, если только на обратном пути. Сейчас вон гроза, что-то сверкает, но ой, бум-бум, грома не слышно. Ну вот, мы еще приехали к какому-то урагану, тут деревья упали на провода. Не знаю, уже была же вроде такая инфа про Тверскую область. Что тут теперь в порядке вещей, что ли, что деревья падают? Ну да, он как-то потрепало. Впереди И5 все перекопали, в правом ряду. А, и асфальт кладем. Ну это уже классика. Вот топливо подходит к концу, хочется какую-нибудь заправочку такую приличную, где можно было бы горячий шоколад еще взять. Или еще что-нибудь вкусненькое. Такие вот дела. Хотел пробку снять навстречу, она как-то и закончилась вдруг. Ну вот в Тверской области въехали в Тверскую, заправились на Сургутнефтегазе. Бензин дороже, чем в Питере, больше 40 рублей. И навстречу машин, конечно, больше, и какие-то нереально длинные пробки.
откуда и куда все едут. Здесь еще такой прикол, что вот до Твери ехать порядка 2 часов. И вот такой прогноз. То есть тучи куда-то денутся. И будет солнышко. Платной дорогой офигенно повезло. Ни черта не видно. Самое время разогнаться как следует. Я же заплатил денег. В общем, рекомендую платную трассу вокруг Вышнего Волочка. Видите, не стоим в пробке. А это главное. Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Может быть, в Твери и правда будет солнечная погода, 26 градусов. А трасса прикольная, платная, только скучно. Как-то хочешь что-то золотую середину какую-то. Чтобы было что посмотреть и на светофорах не стоять. Допустимая скорость на трассе 130 км в час. Ну, можно 150 ехать, да? Несложными подсчетами можно выяснить, что если платная дорога Москва-Питер будет 770 километров, то дорога будет занимать со скоростью 130 6 часов. Вот. Правда, интересно, сколько будет стоить. Так, вот пункты оплаты, прям как... Блин, куда ехать-то? Хрен поймешь. Что эти значки все значит? Как на ЗСД, короче, в Питере. Смотрим. Нас обслуживает автомобильная дорога М11, Москва, Санкт-Петербург. Ёпту, извиняюсь. Короче, взяли 220 рублей за это развлечение. Я сказал оператору, что очень скучно. Какой-нибудь мультик надо такой, чтобы на скорости кадры перелистывались и смотреть про Микки Мауса. Прямо 72 километра. А так прикольно. Я, в общем, решил, что если будет полностью платная дорога, то я бы частично ехал деревнями, частично по платной, чтобы было то скучно, то медленно. Как-то так. Все, едем на Тверь. Тучи рассеялись. В общем, чудеса, как обычно. Россия — страна контраста. Оп. В общем, вот мы перекусили в прекрасной кафешке, столовой. Мне там пробили говядину как язык. Получилось очень дорого. Но я, так сказать, добился справедливости и выяснилось, что меня на 100 рублей пытались нагреть. Но здесь уже вот чувствуется близость столицы. Здесь уже и люди веселее, и кафешки солиднее. А вот здесь вот, пожалуйста, вот я даже вот открываю. Вот такие вот объекты. Ань, ты что там делаешь? Не знаю. Да что, я думаю, все нормально. Не поедешь? Не поедешь. Мне больше вот эти понравились, ребята. Такой покорный ослик и мишки на пружинках. Замечательное вообще место.
Между тем до Твери осталось 24 километра. Наверное, в Твери мы сегодня и остановимся. И если задать вопрос, то знаю ли я кого-нибудь в Твери, то единственный человек это, конечно же, Михаил Круг. Приходите в мой дом, мои двери, или Жиган Лимон с ума сводил отличниц. Вот, я даже посмотрел уже адрес. Улица Освобождения, 172. Вот, поедем туда. А тем временем еще вот обнаружился мемориал такой. Но достаточно типичный. Зенитное орудие. Бум! Ну что, поехали к дому Михаила Круга. Ой, извиняюсь, что не знаю даже, что это за населенный пункт. 24 километра не доезжая Тверь. В общем, пит-стоп это не только столовка, но и гостиница. Сутки на двоих стоят 2700. Прикол в том, что в 12 тебя не выселяют, вот ты во сколько заселился, и ровно сутки ты можешь тусоваться. Вот. А мы в Твери, как обычно, ничего не забивали, и где ночевать пока что неизвестно. Как обычно, такой авантюрный проект. Может, получится у Михаила Круга там в его доме остаться. Кто знает. Ну и по поводу погоды. Вот действительно, в Твери голубое небо. И очевидно, здесь все это время, пока у нас там по дороге шел град и валились деревья, была солнечная погода. Тверчане воистину счастливые люди. По радио сказали, что даже поезда останавливали в Новгородской области из-за урагана и сопутствующих неприятностей. Вот, так что мы попали, можно сказать, в переделку. Но мы сами все сапсаны, так что мы не останавливались. Впереди камера на 60. Ой, все, прошу прощения. Мы въехали в Тверь как-то неожиданно быстро. Ну и, конечно, в первую очередь вспоминается поговорка «Муж в Тверь, жена в дверь». Предполагается, что в самой Твери неверных жен не бывает, потому что как бы муж уже в Твери. Ой, опасный момент. Господи, что я натворил? Ужас. Но пока что Тверь симпатичная, зеленая, чистая, с широкими аллеями и добрыми людьми. Ну чё, вроде симпатичный город такой. Тут просто рядом какая-то речка оказалась, а при ней парк. Достаточно мило все выглядит. И люди солидные.